Всем привет, дорогие друзья! Это обзор на одну из самых успешных игр конца 90-х – Lineage 1. Сегодня мы рассмотрим основные особенности этой игры, посмотрим ее сюжет, локации и, главное, подробно разберем ее связь с Lineage 2. Благодарю Сергея Поперечного за подробную информацию по всем аспектам игры. Этот ролик вышел благодаря ему. Как известно, Lineage 2 является приквелом к первой части, и ее сюжет разворачивается за 150 лет до событий Lineage 1. Lineage 2 как бы расширяет вселенную первой части. Мы же находимся в обратной ситуации, открываем для себя Lineage 1, чтобы лучше понять Lineage 2. Lineage была первым опытом в ММО компании NCSoft и одной из первых успешных ММО мирового масштаба. Первый тестовый сервер L1 в Южной Корее был открыт 12 июля 1998 года, через полгода после основания NCSoft. Первый ММО, достигший большой популярности, на это время уже являлась Ultima Online, которая была запущена годом ранее. В Lineage вошли многие элементы из вселенной Ultima Online, которая также представляла собой средневековую фэнтези. Многие игроки Ultima называли обе части Lineage, если не продолжением, то точно идейными наследниками. Тем еще более логичным видится решение главного разработчика Lineage 1 Джейка Сонга, впоследствии сделавшего Archeage, пригласить на роль продюсера Lineage 1 создателя Ultima Ричарда Гарриота. Если рассматривать интерфейс игры, то в нем многие узнают те же элементы, которые я показывал в ролике про корейский альфа-тест Lineage 2. Это и похожие окна, иконки оружия, брони и разных свитков. Классы в игре существенно отличаются от тех, что есть в L2. На момент ее закрытия в США было 8 классов: принц, рыцарь, эльф, темный эльф, иллюзионист, маг, рыцарь дракона. В корейской ремастер-версии на данный момент есть еще 3 класса: воин, фехтовальщик и изменяющийся рыцарь, копейщик с одиночной атакой. Привычных нам по L2 классов орков и гномов нет, но в игре присутствуют мобы-орки с теми же названиями племен, что и в L2, а также гномы из гильдии Железных Врат. Развитие класса в Lineage 1 не связано с таким понятием, как профессия. Она определялась уже при выборе расы и оставалась неизменной. Но прохождение сюжета дает уникальные и нужные для класса вещи и умения. Они прокачивались 4 раза на 15, 30, 45 и 50 уровнях квестом с получением уникальных книг умений и экипировки. Группы в Lineage 1 состоят не из 9 человек, как в Lineage 2, а из 8. Однако совсем недавно удалось узнать, что в Lineage 2 на корейском ЗБТ в пати изначально также было 8 человек, как и в Lineage 1. Так что преемственности между этими играми было гораздо больше, чем нам кажется сейчас. При этом заметно, что в ходе разработки NCSoft старались не просто перенести игру на 3D-движок, а действительно сделать новую игру, в которой бы сочетались удачные механики предшественницы и новые смелые идеи. Важной особенностью Lineage 1 является то, что клан в игре может быть создан только классом принц. А чтобы принять игрока в клан, нужно было стоять лицом к лидеру. Это так называемая система кровавого залога или кровавой клятвы, которой уделяется важное внимание в манхве. Игрок как бы приносит кровавую клятву лидеру клана. Таким образом, кланы — это не просто гильдии с общими интересами, а люди, преданные лидеру, готовые идти за ним до последней капли крови. Как сказал Арам в своем ролике, именно эта особенность отличала игры проекта Lineage от других ММО, где, как правило, задача гильдии состояла только в удобстве организации людей. В Lineage на первом месте были преданность лидеру и клану, а вопросы организации уходили на второй план. Это была игра не про войны между владельцами замков, а в первую очередь про войны между кланами. В L2 разработчики также сделали акцент на системе кланов.
Так игра стала напоминать реальную упрощенную социальную модель средневекового общества, где было место для монархов, чей авторитет был нерушим, крупных феодалов и их вассалов в виде пейлов и корпати, на которых в первую очередь опирается клан-лидер, и армию простых игроков, которые вносят лишь суммарный вклад и почти ничего за это не получают. Как и в реальности, появляются интриги, перебежчики и неравенство. Это как бы двойное погружение в игру. Первое возникает при ролеплее и чтении квестов, а второе за счет попадания в социальную среду, напоминающую средневековье. При разборе основных элементов игры также стоит упомянуть и о системе трансформаций, которые позволяют персонажу превратиться в разных существ. Благодаря этому некоторые мобы перестают агриться, а некоторые принимают за своего, отчего их диалоги с вами меняются. Одна из самых популярных трансформаций – это Рыцарь Смерти. Сейчас в Lineage 2 Essence он введен как новый класс. Отдельно необходимо обратить внимание на магию. Некоторые заклинания имеют уникальную механику, которой в Lineage 2 нет. Например, слепота, ограничивающая видимость, и безмолвие, которое также блокировало чат. Много бафов на атаку действовали только на ближний бой, поэтому Холли Виапон перекочевал в L2 с той же особенностью. Так же, как и список цензуры из формата TBL, первая строчка в котором была контрольной суммой строк. В L2 файл перенесли полностью, сменив формат на DAT. Так появилось запрещенное слово 923. Карта Lineage 1 имеет много общего с картой второй части, однако отличий в ней также немало. Из встречающихся в L2 поселений можно заметить деревню Глудин, Геран, Хейн и Аден. Глудио и Дион на карте отсутствуют. Зато есть деревня Вудбек и ее замок Виндавуд. В L2 на этом же месте можно увидеть поместье Виндавуда, которое за 150 лет очевидно должно разрастись до целого замка. Под замком находится босс Белев, с которым веками сражаются храбрые рыцари. Правда, в L1 Белев выглядит совсем не так, как в L2 и имеет гораздо менее важную роль. Если вы помните, в ролике про альфа-тест L2 я рассказывал, что в текстурах замков есть Кент, который, как мы могли убедиться, не что иное, как замок Глудио. Эта путаница произошла из-за того, что на первых этапах ЗБТ это был город Кент, но на каком-то этапе разработчики вспомнили сюжет, и он был переименован в Глудио. При переводе манхвы, события которой происходят примерно через 150 лет после L2, Сергеем Поперечным найдено упоминание, что земли лорда Глудио, потерпевшего поражение в войне с Кенраухелем, были переданы лорду замка Кент. Потому мы и видим в Lineage 1 только Кент, но в L2 это еще была территория Глудио. Тем не менее, разработчики Lineage 2, как правило, лишь изредка следили за тем, чтобы две игры оставались в рамках одной игровой вселенной, а иногда и намеренно меняли сюжет. И как оказалось, вот почему. Как известно, сюжет Lineage 1 изначально был построен на манхве Lineage, или родословная, автором которой была корейская писательница Шин Иль-сук, продавшая NCSoft права на игру по ее произведению. Вначале их отношения были взаимовыгодными. Так, манхва оживила бессюжетный мир онлайн-игры и привела в нее фанатов произведения, в то время как игроки, незнакомые с манхвой, узнали о ней и также могли стать ее читателями. Но популярность игры быстро значительно превзошла популярность оригинала. При этом права на использование названия и мира Lineage писательницей были проданы также компании Аникина, которая вместе с Digital Dream Studio планировала выпускать по мотивам манхвы комиксы и игры для Xbox. Однако в NCSoft заявили, что популярность Lineage повысилась за счет игры, а не манхвы, и заставили Digital Dream Studios получить у них разрешение на использование названия. После этого в январе 2001 Шин Иль-сук подала иск против NCSoft с требованием закрыть сервера игры за нарушение авторских прав. Но в NCSoft заявили, что игра Lineage была только названа в честь оригинала и что настоящие игровые персонажи и истории были разработаны компанией.
Несмотря на то, что суд не стал закрывать игру и стороны пришли к обоюдному согласию, после этого инцидента выпущенные впоследствии продукты NCSoft, в том числе и Lineage 2, начали создаваться на основе их собственного мировоззрения под названием Aden World, которое шагнуло дальше от оригинальной манхвы, а следовательно не было подвержено юридическим рискам. Тем не менее, им удалось найти баланс между узнаваемостью локаций, копированием концепций и в то же время местами обновленному лору. Давайте посмотрим на разные локации, связанные с Lineage 2. Башня дерзости в Lineage 1 называется башней Омена. По сюжету Lineage 1 к ищущему бессмертия высокомерному королю Эвалтейну приходит великий маг из башни Слоновой Кости и рассказывает, что для получения вечной жизни королю необходимо убить бога смерти, а маг поможет ему это сделать с помощью темной магии. И звали этого мага Белев. Он сказал императору, что добраться до бога смерти можно, построив высокую башню, строительством которой по приказу короля и занялись все рабочие королевства. Они работали на пределе сил и сотнями умирали прямо во время строительства. Башня была возведена на месте разрушенного алтаря, на котором поклонялись богу смерти. Очевидно, Белев знал, к чему это приведет, и просто обманул короля. Трагедия произошла, когда на последнем на тот момент 50-м этаже башни проходила церемония завершения строительства. Внезапно в небе открылся огромный темный портал и поглотил все сооружение. Бог смерти появился перед Эвалтейном и тотчас проклял всех, кто находился рядом. Эвалтейн, просящий пощады, получил то, чего так желал. Он стал бессмертным, но превратился в огромного монстра и был навсегда заперт в башне, вместе с воинами и простыми людьми, которых поглотила тьма. Таким образом, то и в Lineage 2, и в Lineage 1 это не одно и то же, хотя и прослеживается некоторая калька концепций. Башня Слоновой Кости в Lineage 1 также отличается от той, что реализована во второй части игры. Хотя, если вспомнить все тот же ролик про альфа-тест, где я показывал Ивори времен ЗБТ Lineage 2, то можно сказать, что некоторая преемственность в первоначальной концепции все же прослеживалась. Сюжетно башня Слоновой Кости в Lineage 1 также является учреждением магов. Первый этаж предназначен для эльфов, второй для магов. На третьем находятся покои старейшины башни и комнаты обучения магии, а на четвертом и пятом этажах проводятся эксперименты над магическими существами. Наконец, с 6 по 8 уровень запечатаны чудовища, сбежавшие из злого мира. Интересно, что первоначально башня Слоновой Кости в L2 имела такое же квадратное сечение и 12 этажей. Второй этаж, судя по фигурам Луны, планировался для темных эльфов. Третий с фигурами солнца либо под орков, либо под людей, а четвертый, очевидно, под эльфов. Изначально хранитель портала на четвертом этаже говорила, что проход на верхний этаж закрыт, а попав туда через режим разработчика, можно было увидеть пустые этажи, что по концепции очень напоминало Ивори в Lineage 1. Неподалеку от самой башни там есть город башни Слоновой Кости, который является городом Орен из Lineage 2. В Lineage 1 он заснеженный. Судя по диалогам, в этих землях живет Снежная Королева. Ее обитель – знаменитая кристальная пещера, которая соединена с замерзшим озером. Интересно, что NPC рассказывают о пещере как о лабиринте. Выход из него смогли найти лишь те, кто смог добраться до озера, но при этом со стороны озера входа в нее никогда еще обнаружено не было. Ровно так же был реализован ледяной лабиринт в Lineage 2. Таким образом, в своей основе он имеет концепцию кристальной пещеры из L1. Суровый климат этих мест обусловлен тем, что Снежная Королева ненавидела тепло, исходящее из логова Волокаса. О самих драконах и сюжете Lineage 1 мы поговорим в следующем ролике. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также вы можете помочь каналу через Donation Alert, спонсорство на YouTube и Boosty.
Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем ролике.